Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PS. Трудно поспорить с тем, что на данный момент вокруг eFootball ходят достаточно противоречивые новости. Касаются они как раз таки версии 1.0.0, которая ожидается в конце апреля, в начале мая. И конечно, как оно зачастую и бывает, находятся люди, которые сливают ту или иную информацию. И в частности, некоторые ребята, которые принимают участие в тестировании этого самого обновления. И даже некоторые из сотрудников Konami, если, конечно, верить этим источникам. И в рамках сегодняшнего ролика попытаемся оценить ситуацию с eFootball 2022 перед релизом ее полноценной версии. Не забудьте поддержать этот ролик своим большим пальцем вверх, в комментариях делитесь своим мнением по поводу услышанного. Ну а если вы здесь впервые, то я бы порекомендовал вам подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. О конкретных изменениях в игровом процессе eFootball 2022 мы рассуждали в одном из роликов, ссылка на который выскочила в правом верхнем углу. Поэтому мы не будем углубляться в эти самые изменения, а просто обсудим их поверхностно. В частности, некоторые из игроков недовольны тем фактом, что Konami откатывают игровые механики до того, что было в предыдущих частях Pro Evolution Soccer, забывая про свои новоиспеченные каноны eFootball 2022. Хорошо это или же плохо? Будем честны, что игровые механики eFootball 2022, как бы индивидуально они не смотрелись на фоне тех игровых механик из 21 пески, из предыдущих частей, они все-таки работают неправильно. Их реализация сильно хромает, а некоторые из них и вовсе непригодны для футбольного симулятора. Поэтому в некотором роде откат до того, что было в 21 части, это не самое плохое решение, учитывая, что большинство игроков из нашего комьюнити как раз таки играет в эту самую часть. А поэтому и подобным изменениям более чем рады. Откат до предыдущих игровых механик не оценивают те игроки, которые уже привыкли к нынешнему геймплею eFootball 2022, ну и такие игроки, которые особо не любят оказуаливание и которые в свое время выбрали именно PES, а не FIFA из-за того, что в нее тяжело играть. То же самое и с eFootball. Они предпочитают eFootball, нежели PES, поскольку играть в нее намного тяжелее, и тем самым они себя испытывают и познают для себя что-то новое. В этом нет ничего плохого, однако они банально закрывают глаза на все проблемы eFootball, в частности проблемы с обороной, с ведением мяча и в целом построением той или иной игры. Тот факт, что Konami откатывает игровые механики до того, что было в предыдущих частях PES, это хорошо или же плохо? Обязательно проявите обратную связь в комментариях. Второй вопрос, который стоит на повестке дня в нашем комьюнити, это страх Konami по поводу полноценной версии eFootball 2022. В частности, такую теорию вкинул Ренан Гальвани. То тестирование, которое проходит за закрытыми дверями и которое имеет строгую конфиденциальность, это один из признаков того, что Konami волнуются за свой проект и более чем не уверены в нем, а поэтому и стараются уберечь его от лишних глаз до полноценного релиза. Пример блогер приводит тот же Киберпанк, когда журналистам рассылали только консольную версию игры, поскольку ПК-версия была очень забагованной и неиграбельной в свою очередь, а поэтому ее прислали только за пару дней до официального релиза игры, чтобы оценки появились намного позже. Ренан Гальвани считает, что здесь имеет место похожая ситуация, конечно не точь-в-точь, но в целом смысл один и тот же. Konami не уверена в своем проекте, а поэтому, проводя тест, они вроде и позволяют прикоснуться к этой обновленной игре, но и в лишний раз не хотят, чтобы на нее свалилось все внимание комьюнити. Это можно трактовать по-разному, как страх со стороны разработчиков, так и банальное желание преподнести этакий сюрприз. Как бы то ни было, Konami уже скрывает предыдущие трейлеры eFootball 2022, а в частности трейлер, который они выкатили на релизе игры, а поэтому нас ждет второй релиз eFootball 2022 с новым трейлером, с обновленным видом игры и обновленными механиками. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение по поводу всего услышанного, какую позицию придерживаетесь вы более чем скептичны к Konami и их проекту, или же все-таки проявляете некоторую надежду и считаете, что еще не все потеряно. Ну а если вы все еще не поддержали этот ролик своим лайком, то самое время это сделать, поскольку именно ваш лайк помогает продвижению как ролика, так и канала соответственно. Ну а если вы здесь впервые и не подписаны, то обязательно нажмите на красную кнопку подписаться и на колокольчик рядом с ней, чтобы не пропустить выход следующих роликов на нашем канале. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр данного ролика. Услышимся уже очень скоро, всем удачи и пока, дорогие друзья.